Как устроена Вселенная? Из чего состоит все сущее? Бесконечно ли пространство? Что такое время? Наступит ли конец света? Тысячелетиями человечество искало ответы на эти великие вопросы. Одна теория сменяла другую. Каждая была точнее и сложнее предыдущей. Только истина постоянно ускользала из рук. Но все изменилось, когда появилась она. Теория струн. Так, ладно, стоп. Кажется, уже переборщили. Всем привет, с вами Дима Побединский. Простите за лишний пафос, просто сейчас мы будем отвечать на очень глобальные и фундаментальные вопросы. О теории струн меня очень давно просят рассказать, так что let's go-шки. Итак, она известна тем, что претендует на звание теории всего. То есть может объяснить абсолютно любую деталь во Вселенной. Начиная с таких серьезных вещей, как устройство атомов, молекул, элементарных частиц, электромагнетизм, гравитация, ядерный распад, звезды, галактики, и заканчивая тем, куда деваются носки и почему кола с ментосом так сильно пенится. Звучит внушительно. Раскрыть все тайны мира и понять, как что с чем взаимосвязано. На деле все, конечно же, не так просто. Теория струн работает с большими оговорками и далеко не везде. Так что до великого статуса, конечно, не дотягивает. Но это не мешает ей вносить большой вклад в развитие физики, и ее можно назвать революционной. Ну и до сих пор не доказано, что она неверна, так что, возможно, все так и есть. Однако самое интересное, как только начинаешь разбираться в теории струн, сталкиваешься с такими необычными вещами, как частицы, которые движутся быстрее света, дополнительные 7 измерений, спрятанные от нас, коллайдеры размером с галактику, пульты для настройки Вселенной, двойники элементарных частиц, квантовая гравитация и многое другое. В общем, будет очень интересно. Поехали! Хотя для начала пару оговорок. Сейчас будет небольшая вводная часть, и там чуть-чуть есть школьной физики. Но вот кто сейчас в школу-то ходит? Даже те, кому это положено, сидят дома. И если что-то будет непонятно, вы, конечно, пишите комментарии, я стараюсь отвечать как можно больше. Так что вопрос тут в другом. Карантин карантином, но учиться-то и получать образование нужно. Не отменять же летние каникулы. Так что школьники, учителя и родители, сейчас информация для вас. Недавно был запущен шикарный сервис Яндекс.Школа. Он позволяет продолжить школьные занятия дистанционно, и это максимально похоже на привычный учебный процесс. В день проходит по 4-6 уроков, с 9 до 14 часов, между ними даже есть перемены. Занятия проводят ведущие учителя России, авторы учебников, составители ЕГЭ. В условиях карантина идеальная замена школьным занятиям. На базе школы в Яндекс.Учебнике можно проводить занятия и с вашим учителем, и классом. В формате видеоконференции, с чатом, с домашними заданиями через интернет. В общем, реальная школа на удаленке, только без столовой и сменки. Ну и 9-11 классы. Вам, конечно, тяжелее всех, еще ОГЭ и ЕГЭ на носу. Так что для вас есть специальная платформа Яндекс.Репетитор. И это вообще пушка. Больше 25 тысяч заданий. Трансляция от авторов ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиад. Плюс система подстраивается под вас, дает рекомендации и делает акцент на нужные темы для дополнительной проработки, чтобы помочь наиболее успешно сдать экзамен. В общем, возможность продолжать учиться и готовиться дома есть. Самое главное, что все это доступно бесплатно и останется таким же и после возвращения к обычному режиму. Переходите по ссылке, давайте продолжать занятия, сейчас это важно, как никогда. Зачем же нам школьные знания? Чтобы разобраться в теории струн, нужно понимать, на каком этапе наука находится прямо сейчас. В целом-то она развивается, можно сказать, циклично. Фундаментальные теории, пытающиеся объяснить устройство мира, сменяют одна другую. То есть, когда главенствующая теория уже не справляется с описанием новых накопившихся явлений, придумывают другую. Ну а на смену ей приходит еще одна и так далее по кругу. Например, раньше самыми фундаментальными считались тысячи различных веществ. Вода, золото, стекло, глина, соль. На смену им пришло чуть больше сотни химических элементов. Их всех мы видим в таблице Менделеева. Потом обнаружилось, что атомы любых элементов состоят из электронов, протонов и нейтронов. Ну и так далее. И к чему же мы пришли? На данный момент есть 17 частиц, которые считаются фундаментальными. Вот они все перед вами. Некоторые являются кирпичиками, из которых состоит все вокруг.
U и D кварки, образуют протоны и нейтроны, добавляйте электроны и получаются атомы, из которых сделаны мы с вами, вирусы, жирафы, плойки, планеты, звезды, галактики, абсолютно все. Глюоны, фотоны и вот эти вот бозоны — это переносчики взаимодействий. Перекидываясь ими, частицы притягиваются или отталкиваются, в зависимости от заряда и других параметров. Именно так возникают силы. Они определяют размеры, форму, стабильность ядер, атомов и любых молекул. И, кстати, что касается бозона Хиггса, он вообще сам по себе-то бесполезный. Но зато позволяет понять, откуда у частиц появляется масса. В общем, можно даже сказать, что это некая современная таблица Менделеева. Это состав, ингредиенты, из которых состоит Вселенная. Зачем нужны другие частицы, кстати, пока вообще непонятно, но, возможно, они как приправа, без них уже было бы не то. Весь этот набор называют стандартной моделью. И, кстати, важно отметить, что в ней все частицы являются точками, не имеющими размеров. Мы их рисуем шариками, для красоты и удобства. Взаимодействие между частицами описываются квантовой теорией поля. И это самая точная, самая фундаментальная и самая, вообще глобальная теория из всех, что у нас есть. Она позволяет объяснить, рассчитать и предсказать очень-очень-очень много. Но сейчас уже далеко не все. Во-первых, с помощью стандартной модели нельзя просто так взять и объяснить, почему массы, заряды и другие параметры частиц именно такие. Почему электрон в 1800 раз тяжелее протона? Почему заряда кварков 1/3 и 2/3? Почему у нейтрино есть масса, а у глюона нет? Выглядит все так, как будто бы кто-то настроил все на огромном пульте от Вселенной, да еще и так точно, что еще до сих пор ничего не развалилось. Но, конечно же, хочется найти какое-то другое объяснение. Во-вторых, стандартная модель никак не описывает природу гравитации. Да, она делает вид, что силы, которые управляют звездами и галактиками, просто не существуют. Тут, конечно, вроде как есть выход. Гравитацию отлично описывает общая теория относительности как следствие искривления пространства-времени. И почему бы их не связать? А вот оказывается никак. Теория относительности и квантовая теория, они вообще несовместимы и во многом даже противоречат друг другу. Так что гравитация для стандартной модели — это большая головная боль. Я попозже объясню, почему именно. В-третьих, стандартная модель не дает ответа, что такое темная материя, темная энергия, почему частиц во Вселенной оказалось больше, чем античастиц. В общем, у нее уже полно недостатков, и она в одиночку не справляется и не может описать все и вся, что намекает нам на то, что за ней может стоять что-то еще, какая-то более фундаментальная структура и устройство мира. Теория струн — это попытка найти это устройство, создать фундаментальную теорию, которая смогла бы описать в единых терминах абсолютно все наблюдаемые явления. Это еще один шаг на пути к пониманию того, как устроен наш мир, как он работает и, самое главное, почему он именно такой. Вот теперь максимум внимания давайте разбираться, насколько удачным оказался этот шаг. Итак, в теории струн элементарные частицы, из которых состоит абсолютно все, это не точечные объекты, а имеющие некую длину, то есть струны. Они могут быть замкнутыми, могут быть разомкнутыми. Размеры их чудовищно ничтожные. Порядка 10 в минус 35 степени метров, что в сотни квинтиллионов раз меньше электрона. Так что даже на масштабах элементарных частиц их протяженность незаметна. Струны могут колебаться, причем на строго определенных частотах. И каждой частоте соответствует своя частица. Вот эта струна вибрирует тактом, это фотон, а вот это вот такта — это электрон. И именно колебательным состоянием струны и определяется масса, заряд и все другие параметры абсолютно всех частиц. Вот почему они именно такие. Потому что именно так вибрируют струны, из которых состоит Вселенная. Струны могут сливаться друг с другом, разрываться. Это соответствует поглощению и излучению частиц. В общем и правда, все выглядит очень стройно и красиво. Теория струн прекрасно объясняет гравитацию. Точнее, позволяет подружить квантовую теорию с теорией относительности. И давайте сейчас разберемся, почему подобного нельзя было сделать раньше. Часто говорят, что причина в структуре пространства и времени. В теории относительности оно гладкое и ровное на любых масштабах.
Но квантовая теория предполагает, что в вакууме, в пустоте постоянно возникают и исчезают виртуальные частицы. Да, если вы считали, что вакуум — это пустота, все, вы застряли в мировоззрении прошлого века. Сейчас это вообще не так. Сейчас считается, что вакуум просто кишит постоянно возникающими и исчезающими частицами. И раз у них есть масса, энергия, то они искривляют это пространство-время на очень маленьких масштабах, из-за чего оно становится таким искривленным, таким бурлящим и вообще очень-очень неровным. Что, конечно же, полностью противоречит теории относительности. Но на самом деле есть и другая причина. Еще раз напомню, в квантовой теории поля сила возникает благодаря обмену виртуальными частицами, а в теории относительности из-за кривизны пространства-времени. И если все объединять, то тогда должна существовать частица, переносящая гравитации – гравитон. Но если рассматривать его как точечный объект, то это фееричный провал. Раз он крошечный, вокруг него возникает мегасильное гравитационное поле, такое, что он порождает вторичные гравитоны, а те порождают еще и так до бесконечности. Разумеется, такого в природе мы не наблюдаем. Справедливости ради отмечу, что подобные вещи происходят и с привычными фотонами, электронами, но там конфигурация полей чуть другая, и ученые научились объяснять, почему мы такого не наблюдаем в природе. Это назвали перенормировкой. Но что делать с гравитонами, вообще непонятно. И на самом-то деле вот он, самый фундаментальный уровень несоответствия, несостыковки теории относительности и квантовой физики. А что теория струн? Да, она просто красавчик. В ней же ведь гравитон имеет какой-то размер, а значит, вокруг него хоть и сильное гравитационное поле, да, но все-таки не бесконечное. Поэтому возникновение вторичных гравитонов не носит вот такой вот лавинообразный характер. И подобное мы можем наблюдать во Вселенной, мы можем это видеть в природе. Так что с гравитацией теория струн справляется отлично, там все по красоте. Что касается темной материи и темной энергии, тут пока что теория струн не предлагает какого-то готового решения. Но она настолько гибкая, что наверняка сможет объяснить и эти загадки. Дайте только время доработать теорию, и побольше экспериментальных данных. В общем, выглядит все как полный вин. Физики-теоретики ликуют, женщины бросают в воздух чепчики и кричат «Ура!». В общем, все просто супер. Но радость была недолгой. Проблемы начали сыпаться одна за другой, и вот тут-то стало по-настоящему интересно. Первая версия теории струн, разработанная еще в 60-х, предсказывала существование тахиона. Частицы с мнимой массой, которая движется быстрее света и еще и назад во времени. Понятное дело, что это какое-то лютое противоречие всему, что мы наблюдаем, так что этот баг нужно было срочно исправлять. Более того, эта теория описывала только бозоны, переносчики взаимодействий, и в ней не было ни слова о фермионах, то есть о кварках и лептонах, из которых вообще все состоит. Поэтому вскоре вышел апдейт под названием «Теория суперструн». В ней каждый бозон имеет суперсимметричного партнера, частицу двойника, который является фермионом, и наоборот. Да, звучит дико, но это словно мир, составленный из фотонов. Только там названия у них другие. Фотина, хиггсина, скваркс, лептон. Это даже звучит круто, да? Суперсимметрия. Да еще и частицы какие-то нового совершенно рода. Вот только теперь нужно было их обнаружить как-то экспериментально. И теория предсказывает, что они довольно тяжелые, поэтому вряд ли в природе встречаются. Но такие частицы можно создать на ускорителях искусственно. И как вы считаете, сколько их было обнаружено на данный момент? Я думаю, вы поняли, да? Вот столько. Вообще ни одной, так что это еще не доказано. Но это еще цветочки. Оказалось, что для согласования с теорией относительности теория струн должна формулироваться в 10 или даже в 26 измерениях. И проблема не в том, что их так много. Почему бы и нет. Проблема в том, почему, собственно, мы их не наблюдаем. Первое предположение, они просто свернуты на очень-очень маленьких масштабах. Как это может быть, я уже показывал в одном из роликов на примере Пакмана, только там мы скручивали всю Вселенную, а здесь измерение замыкается на очень крохотных масштабах, недоступных для нашего наблюдения. И свертка 6 измерений может выглядеть не так красиво, возможно, это примерно вот так, как бумага жеванная, но тут уж мы не выбираем, так устроен мир. Второе предположение – это локализация. Вот смотрите, тот же Пакман живет в двумерной плоскости, он не может вырваться за пределы экрана, поэтому и понятия не имеет, что существует еще и третье измерение.
И что если мы тоже по какой-то причине локализованы в своих 3 пространственных измерениях и не можем из них вырваться? Что если наблюдаемый нами мир является какой-то трехмерной плоскостью, которая вложена в пространство большей размерности? Самое интересное, что это можно проверить. Как и Пакман может догадаться, что существует еще вроде как какое-то измерение, обнаружив что-то внезапно появившееся в своем мире, так и мы, если где-то увидим нарушение закона сохранения энергии, это будет говорить нам о том, что что-то появилось из ненаблюдаемого нами другого измерения. Вот только ни в одном эксперименте пока что нарушения этого закона обнаружено не было. В общем, оказалось, у теории струн очень много недостатков. Плюс ко всему, в середине 80-х выяснили, что суперсимметрию в нее можно включить 5 различными способами, а это 5 разных теорий. В 90-е удалось понять, что это все проявление еще более глобальной М-теории, в которой 11 измерений, но легче от этого не стало. В этой теории есть не только струны, она оперирует в том числе и бранами, колеблющимися поверхностями. Причем не только 2, но и 3, 4 и вообще n-мерными. И вот на этой итерации стало все настолько сложно, запутанно и непонятно, что это уже перестало походить на красивую и изящную теорию, которая может объяснить, как устроена Вселенная. Ну что ж, увы и ах, струнки уже не так хорошо играли, песенка не получилась. Что же мы имеем на 2020 год? Теория струн еще не сброшена со счетов, но уже не так популярна, как раньше. И на это есть несколько причин. Во-первых, экспериментальный вакуум. Просто еще нет опытов, которые могут подтвердить ее правоту. Конечно, один из вариантов – это построить огромный ускоритель размером с целую галактику. Вот тогда мы сможем добраться до таких микроскопических масштабов и понять, есть ли струны или нет. И со строительством больших и протяженных объектов у нас, конечно же, все хорошо, вот только тут как бы в космосе надо будет строить. А вот это уже посложнее. Поэтому есть другой вариант. Что-то посчитать, рассчитать с помощью теории струн, и если это совпадет с реальностью, то уже повод задуматься, что, в принципе, она может быть правильной и верной. Но вот этому как раз-таки мешает вторая проблема. Теория струн и последовавшие за ней оказались настолько сложными в математическом плане, что еще даже не существует точных методов решения этих уравнений. То есть физики приходили к математикам, мол, помогите решить, а они такие: мы не знаем, мы еще такого не проходили. Так что физикам приходилось самим браться за работу, и некоторые трудности уже пройдены. Но все равно очень многое в этих теориях вычисляется только приближенными методами, что как бы не круто. Так что теорию струн мы до сих пор точно проверить не можем. В-третьих, в 2003 году было обнаружено, что вариантов свертки 11-мерной теории к 4-мерному пространству времени, так называемых ландшафтов теории, очень много. 10 в 500 степени штук. И это какая-то нано-иголка в гиперстоге сена, потому что вообще непонятно, какой именно ландшафт теории реализован в нашем мире. И что делать с этим фактом, до сих пор никто не знает. Ну и в-четвертых, конкурирующие теории. Они уже довольно-таки хороши. Например, квантовая петлевая гравитация. В ней предполагается, что пространство и время не непрерывные, а состоят из каких-то дискретных частей, которые определенным образом связаны друг с другом, как петельки. Это позволяет и частицы описать, и теории относительности с гравитацией угодить. К тому же есть предположение, что некоторые элементарные частицы не самые фундаментальные и состоят из еще более мелких, так называемых прионов. На это намекает то, что есть 3 поколения кварков, 3 поколения лептонов, некая между ними симметрия, и многое другое. Так что у теории струн уже много конкурентов и довольно сильных. Какая именно из разрабатываемых теорий сможет лучше объяснить стандартную модель, подружить ее с гравитацией и объяснить явления, лежащие за пределами возможностей этой теории, мы пока что не знаем. Теория струн была отличной попыткой, мы сделали шаг в нужном направлении, но пока что пришли вроде как не туда. Но это нельзя назвать провалом, потому что это позволило посмотреть на вещи немножечко с другого ракурса, что уже большое достижение. Ведь фиг с ними со струнами, возможно, мир и не из них состоит. Но то, что он может быть 11-мерным, суперсимметричным, то, что измерения могут быть свернуты, локализованы, это уже заставляет мыслить в другом ключе.
Возможно, мы даже откажемся от концепции пространства-времени. Возможно, даже это не фундаментальные вещи. Вклад теории струн в развитие физики, хоть и оказался не таким глобальным, как планировалось, все-таки довольно-таки большой. Ведь она показала, что все может быть устроено совершенно иначе. И истину иногда нужно искать совершенно не там и совсем по-другому. Но согласитесь, именно так и возникает все гениальное. Так что будьте немножечко как теория струн, и тогда что-то великое не заставит себя ждать. А на этом все. До новых встреч. Пока.